Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами сделаем довольно-таки простой и довольно быстрый дизайн ногтей, если не считать того, что инкрустация, в принципе, это довольно-таки продолжительное занятие, но тем не менее дизайн полностью занял 30 минут. Эти ноготочки вы у меня на канале уже видели, именно им мы доращивали боковые перепиленные стороны. Эта клиентка у меня любит пилить ногти себе сама, но тем не менее на эту коррекцию она принесла все целое, нигде ничего не упиливала, поэтому коррекция здесь была очень быстрой. Мы же тем временем готовим свои ногти под дизайн, покрываем их черным цветом, на каких-то ноготках оставляем покрытие в чистое серебро, кое-где делаем растяжку серебряным гель-лаком. Перекрываем ноготочки финишем, и вот тут я сделала основную свою ошибку. Я решила в этой работе совместить матовое покрытие и глянцевое, но при этом почему-то растяжку я решила покрыть матовым топом, и блестки стали не очень симпатично выглядеть. То есть они перестали быть плавной растяжкой, матовый топ слишком подчеркнул каждую отдельную блесточку, и они перестали быть плавными. Переходим к выкладке страз. В данном случае страз я решила выложить снежиночку. И вот тут была моя вторая ошибка. Нужно было все-таки каждые стразинки фиксировать на отдельную капельку гель-клея. Почему? Потому что когда я промазала полностью поверхность под снежинку, стразики начали по ней разъезжаться. И вот на этом пальчике у меня еще все хорошо получилось, я все проконтролировала, а на второй ручке я немножечко не увидела, что один лучик уехал в сторону, и его перед просушкой в лампе не поправила. Это, конечно, не очень критично, совершенно не бросается в глаза, но когда снимаешь на камере, это прям очень сильно видно. Вживую на самом деле это вот так вот не бросается. Но, тем не менее, это действительно косяк, поэтому учтите мою ошибку и в следующий раз, если решите сделать что-то подобное, делайте по-другому. То есть подхватывайте стразики на отдельные капельки геля или хотя бы делайте какими-то зонами отдельными, чтобы каждую зону подсушивать. Когда одним махом делаешь полностью вот такую вот снежинку, она, к сожалению, менее контролируема.
Мы же тем временем сделали полностью снежинку на пальчике, и вот тут я начинаю выкручивать что-нибудь со средним пальцем, потому что мне не нравится эта растяжка под матовым топом, мне не нравится, как это выглядит, поэтому я ее собираюсь чем-то прятать. Чем я ее прячу, я придумываю просто по ходу пьесы. Вот именно в этот момент, когда я создаю здесь дизайн, я его здесь и придумываю. Я решила добавить сюда тоже композицию из стразинок, а потом сюда еще вписала такие себе мазковые вензеля. Получилось очень симпатично, нам с клиенткой безумно понравилось. Конечно же, клиентке я не сказала, что я прячу на этом пальце растяжку, которая мне не нравится. Я просто сказала, что вензеля здесь будут более чем уместны. Но ведь и на самом деле очень круто получилось, очень симпатичная вензельная композиция, и она добавила нежности нашему дизайну. Мы же тем временем делаем для себя вывод, что невозможно работать совершенно без косяков. Такого просто никогда не бывает. Но настоящий мастер отличается тем, что он всегда знает, как из косяка сделать тот прием, чтобы этот косяк выигрышно смотрелся, чтобы его мало того, чтобы спрятать, его еще и перевести в изюминку данного дизайна. Поэтому косячьте с удовольствием. Главное, чтобы потом это все аккуратненько размазать по поверхности и спрятать под какие-нибудь очередные вензелюшки. Вот, собственно говоря, и все. Вот такой дизайн ногтей у нас получился. На самом деле, реально все очень просто. Здесь никаких сложных элементов нет. И с этим дизайном справится даже самый начинающий мастер. Здесь даже линии не очень тоненькие. Поэтому, девчонки, дерзайте. Учтите мои ошибки и постарайтесь их не повторять. Я их сделала специально для вас, чтобы вам показать. Нет, ну на самом деле я их просто сделала, ну а показала вам все равно намеренно. А на сегодня у меня для вас все. Всем до новых встреч. Пока-пока.